Это снова я. Первое, что я хочу сказать, я сам не пью и не рекомендую пить алкоголь. В этом видео мы поговорим о печени, особенно о том, как можно исправить жирную печень. Пара фактов о печени. Печень весит около 1,5 килограмм. Она огромна, расположена в правой стороне тела, отсюда и досюда. У нее более 500 функций. Она занимается иммунитетом, пищеварением, обеспечивает выведение ядовитых веществ, построение белков. Она делает так много. Удивительный, чудесный орган, который состоит из 50-100 тысяч маленьких групп клеток, которые помогают выполнять работу. Ваш организм может вполне нормально функционировать, даже когда 90% печени повреждено и не функционирует. Так что зачастую проблемы с печенью не проявляются, пока она не будет разрушена на 90 или больше процентов. В случае с печенью не полагайтесь лишь на самочувствие. Некоторые из симптомов серьезных проблем с печенью — это вздутие живота, боль в правом плече, пожелтение белков глаз, проблемы с кожей, зуд в стопах и ладонях, живот начинает выпирать, напоминая баскетбольный мяч. Но можно сделать предположение о здоровье печени, исходя из образа жизни человека. Есть несколько стадий поражения печени. Во-первых, от воспаления. Воспаление может быть вызвано вирусом или плохим питанием и алкоголем. Каждый раз, когда вы пьете, это создает повреждения, как от хлыста, потому что при этом вы убиваете клетки печени. Когда вы принимаете тайленол или другие лекарства, вы убиваете клетки печени. Это наносит большой вред. Даже такие лекарства, как, например, липитор, сильно нагружают печень и повышают выработку ферментов печени на 500%. Один из серьезных побочных эффектов — это лекарство должно снижать холестерин, что напрямую связано с печенью, но в конечном итоге разрушает печень. Это безумие. Итак, воспалительный процесс. Далее, жир проникает в печень и откладывается там, и со временем жир как бы заместит печень. У многих людей с выпирающими животами жирная печень. Если бы они сделали УЗИ, они бы это увидели. Но очень трудно обнаружить хронические проблемы с печенью без проведения биопсии. Анализ крови не всегда показывает. При длительном воспалении с постоянным повреждением печени из-за вредных привычек развивается рубцовая ткань, что приводит к циррозу. При циррозе печень заполняется соединительной тканью, что приводит к дисфункции печени. Но, опять же, у вас может функционировать лишь небольшая часть печени, и вы даже не заметите симптомов. Так что ваше хорошее самочувствие еще ничего не значит. Вот что происходит с печенью. Когда печень раздувается, из-за нехватки места может происходить давление на сердце, что приведет к аритмии, замиранию сердца, высокому давлению, учащению пульса. Почему? Печень находится рядом с сердцем, она сдавливает его. Если человек спит на левой стороне и у него увеличена печень, это сдавливает сердце, затрудняет дыхание и сон по ночам. Если есть проблемы с печенью, как правило, лучше спать на правом боку, чем на левом. Это во-первых. Во-вторых, печень — один из немногих органов в организме, который способен на 100% регенерировать. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что для регенерации клеток печени требуется много времени. Это может занять до 3 лет. Я считаю, что худшая рекомендация — это «можно все, но в меру», потому что вы не вылечите печень с умеренным количеством вредной пищи в рационе. И если вы пьете каждый вечер или через день, или даже раз в неделю, это выводит печень из строя на 1, 2, 3, 4 дня. Так вы никогда не дадите ей восстановиться. Печень регенерирует именно благодаря длительному отсутствию таких сбоев. Для этого нужно время.
Один человек проходил мою программу восстановления печени, он сбросил лишний вес. Но он позвонил и сказал: «Доктор Берг, ваша программа не работает». Я следовал ей 2 недели, похудел, а затем вес вернулся. Оказывается, он думал, что восстановит печень за 2 недели. Это было ошибкой. Нужно гораздо больше времени, чтобы печень исцелилась. Это одно. Нам нужно устранить то, что разрушает печень. Алкоголь. Это, пожалуй, самое главное, что разрушает печень. И я не согласен с так называемыми рекомендациями, которые не запрещают выпивать каждый вечер. Этого нельзя делать. Это повреждает печень. Я не хочу углубляться. Я считаю, это просто здравый смысл. Я хочу рассказать вам, что нужно сделать, чтобы убрать этот жир из печени. Во-первых, уберите то, что разрушает печень, и добавьте то, что сделает ее здоровой. Одна из самых полезных вещей для здоровья печени — это горькие овощи, те, которые на вкус не очень. Чем более горькие, тем лучше. Листовая капуста, листья горчицы, кейл, шпинат. Эти овощи очень полезны для регенерации печени. Редис полезен для печени. Вы должны употреблять их регулярно. Также печень очень плохо справляется с сильно прожаренной пищей. Но ей нужны определенные масла. Жиры, которые полезны для печени, это среднецепочечные триглицериды. Что это значит? Например, кокосовое масло. Кокосовое масло — одно из лучших, чтобы готовить на нем и принимать для печени. Потому что оно совершенно не нагружает печень. Наоборот, снимает с нее напряжение. Масла, которые нагружают печень, это, например, кукурузное масло, которое продается в магазине, и, конечно, гидрогенизированные масла, они очень вредны. Нам нужна здоровая печень. Сливочное масло — это тоже среднецепочечные триглицериды, его можно употреблять. Оно также снимает напряжение с печени. Горькие овощи. Еще один продукт, который помогает очистить печень от токсинов, это вода с яблочным уксусом. Возьмите чайную ложку яблочного уксуса, разбавьте ее в воде и пейте несколько раз в день. Это поможет убрать жир с печени. По мере того, как вы будете потреблять эти овощи, в которых, кстати, много витаминов группы В, витамин В2, холин, фолат, ключевые витамины группы В, которые помогают печени восстанавливаться, печень будет становиться все лучше и лучше. Но нужно не пить алкоголь или хотя бы пить не так много. Мне нравится заменять алкоголь чайным грибом камбуча. Он продается в магазине здорового питания. Камбуча дает эффект, подобный алкоголю. Вы чувствуете себя очень расслабленным и спокойным. Люди пьют, чтобы расслабиться. Это полезная для печени замена. Но главное — это овощи. Это цельнопищевая добавка из крестоцветных. Я создал смесь из чеснока, куркумы, редиса, брюссельской капусты, кейла, кочанной капусты и петрушки. Петрушка содержит больше всего витамина А, больше всего нутриентов. На втором месте кейл. Кейл слабее, чем петрушка, но его легче употреблять в виде коктейля. Употребляйте хотя бы 1 кейл-шейк в день для печени. Это хорошая комбинация крестоцветных овощей для тех, кто не может потреблять такое количество овощей и кому нужна пищевая добавка для печени. Итак, избавиться от жирной печени возможно. Я дал вам несколько советов. Но вы должны быть настойчивы, продолжать восстанавливать печень, дать ей время, набраться терпения, поэтому мы называем вас потерпевшими. Я шучу. Примените это на практике, и увидимся в следующем видео.